Я уже как-то затрагивал истории, связанные с куклами, и сегодня я решил вернуться вновь к ним. Речь зайдет о проклятой кукле с именем Роберт, которая прошла через сотню лет в наши дни, чтобы сегодня я поведал вам о ней. Обычно кукол, которые обладают какими-либо мистическими способностями и действительно меняют реальность своего будущего хозяина, находят в страшных домах или же под лестницами, когда человек смотрит на куклу, а она в ответ заглядывает в его душу. Кукла Роберт же была изготовлена уже больше, чем 115 тому лет назад на фабрике компании Steve. История Роберта началась в 1900-х годах. Один довольно обеспеченный человек привез с островов Багамы слуг для работы на своем участке и в доме. Этот человек был доктором и имел двоих детей, сына и дочь. Однажды, когда девочке было около 5 лет, служанка подарила ей куклу, набитую опилками и соломой. Кукла была самодельная и исполнена в виде моряка. Почти сразу же после подарка девочка скончалась, и злополучная игрушка досталась ее брату. В 1903 году маленькому 4-летнему мальчишке по имени Роберт Юджин Отто подарили игрушку, которая по своим габаритам выглядела как довольно большой младенец. Игрушка действительно приглянулась мальчику, и он решил дать ей имя, а конкретно назвал в честь самого себя. В те самые далекие времена кукол не могли изобретать при помощи грубых машин или по определенному алгоритму, и поэтому большинство кукол были созданы руками человека. Некоторые из них выглядели странно, другие жутко, а вот от Роберта веяло ужасом. Одним из главных и на первый взгляд непримечательных моментов это то, что дом семьи Отто всегда был наполнен негативными эмоциями. И виной тому был глава семейства, то бишь отец Роберта, который вымещал свой гнев на прислуге. Вот только он не учел одного очень важного момента, ведь одна из горничных владела искусством черной магии, которую периодически применяла на тех, кто ее обижал или пытался навредить. Она решила произвести над куклой определенные манипуляции из разряда вуду, а затем подарила игрушку малышу. Вложив весь свой негативный потенциал, и спустя время в доме начали происходить события, которые стали пугать всех. Судя по всему, злой дух, который был воплощен в куклу, был не простым пугающим существом, а действительно тем самым жутчайшим духом, который заставлял родителей мальчика просыпаться среди ночи и видеть, что их ребенок кричит и пугается тому, что кругом стоит перевернутая мебель. Время шло. Мальчик Роберт рос, и в то же время силы куклы прогрессировали. Он становился более злобным. К примеру, брал имеющиеся игрушки в доме и уродовал их максимально, чтобы сердце каждого в этом доме ёкнуло. Мальчик говорил, что это все сделал Роберт, что он не виноват. Также, с одной стороны, непримечательная история произошла в том же доме с участием сантехника. В один мрачный день рабочий, которого наняли для работы дома Отто, заявил, что слышал детский смех. Хотя в тот момент дома никого не было. Он прошелся по комнате, осмотрел ее внимательно и заметил, что кукла Роберт переместилась с одного места на другое, каким-то волшебным образом. А еще инструменты, которые лежали у него на коленях, почему-то оказались в конце комнаты, будто он их сам туда бросил. Но он готов был поклясться, что это был не он. И вроде бы все. На этом хотелось бы закончить историю как-то помягче, все сгладить, но, увы, все только начинается. Роберт стал совсем взрослым и отучился в Академии искусств в Чикаго. После отправился в парижскую Сорбонну и там познакомился со своей будущей женой Анной. Отто привез куклу в дом своего детства на Итон-стрит 534 в Кьюэйт, штат Флорида, и назвал этот дом «Дом художника». Отто решил воссоздать целую отдельную комнату для одной лишь куклы на чердаке своего дома, где было очень много мебели, игрушек и других различных атрибутов. К сожалению или к счастью, жена Отто не оценила игрушку, которую она увидела, и попросила держать эту злобную куклу под замком. Конечно, кукле не понравилось, и стала ходить всем известная легенда о том, что множество раз кукла Роберт выбирался наружу и нагло усаживался в кресло. Лицо его было направлено в окно на прохожих людей. Люди, которые проживали рядом с домом Отто, говорили следующее. Эта кукла
будто смотрит в душу и наблюдает за человеком до тех пор, пока он не скроется от его взгляда. Все бы ничего, но данные слухи еще подкрепились тем, что были слышны шаги с чердака. И складывалось впечатление, что вещи самостоятельно перемещаются по дому без каких-либо на то причин. Отто покинул этот мир в 1974 году, и через всю свою жизнь он пронес с собой куклу Роберта. Роберт ушел, а вот кукла Роберт так и продолжал смотреть в окно. Какое-то время дом пустовал, никто не заселялся, но спустя время в него въехала девушка по имени Миртл Райтер. Мебель и все прилегающие блага в роли куклы достались также ей. Прожив полноценных 20 лет, перетерпев постоянный шум на чердаке дома, она просто не выдержала и решила, что этому нужно положить конец. Отворив дверь чердака и забрав оттуда Роберта, она решила отдать его в музей Ки-Уэста, сделав из него загадочный экспонат. Аргументы были ясны как день. Кукла одержима и не дает спокойно спать, есть и просто жить. Обычно такого колоссального терпения в целых 20 лет сложно встретить. Абсолютно глупо надеяться на то, что кукла моментально успокоится и не будет привлекать к себе внимание. Когда Роберт поступил в расположение музея, он обитал в подвале и периодически доносил звуки. Но работники музея все же посчитали, что миссис Миртл стало скучно, и она решила приколоться над ними. Как мы знаем, слухи распространяются со скоростью света, и уже вскоре весь музей знал про легенду с Робертом. Все, что происходило, привело к тому, что Роберта пришлось выставить в основной зал со всеми экспонатами и поместили куклу в стеклянный футляр. И уже некоторым посетителям повезло уловить небольшое движение куклы. Также многие из людей говорили о том, что Роберт не желает, чтобы его фотографировали. Ведь когда кто-либо наводил объектив камеры на Роберта, то в тот же момент из строя выходила техника, телефоны и камера. Длительное время шел сказ о том, что волосы Роберта были созданы из настоящих человеческих. Но, как позже выяснилось, это вовсе не так. Они созданы из шерстяного волокна. Когда кукла стала одержимой, то она стала разговаривать с маленьким Робертом и при этом менять голоса. Когда дом вместе с куклой достался Миртл, ее дочь обнаружила Роберта и через время сообщила своей маме, что хочет выкинуть его, потому что он душил ее по ночам. Одной из главных мистических легенд является то, что обязательным фактом являлось попросить разрешения на фото или видеосъемку, ведь в противном случае, если посетитель делал это без спроса, то его ожидали неудачи в жизни, аварии, смерть и другие тяжелые ситуации. Удивительно, но неведомая сила, которая находилась в Роберте, заставляла людей вокруг уважать себя. И даже если кукла попадала в подвал, чердак или еще какие-либо незначимые места, то рано или поздно она выходила на сцену, где исполняла главную роль и привлекала к себе внимание. Существует еще одна версия происхождения куклы, но звучит она достаточно сухо и больше предназначена для скептиков. А именно, однажды дедушка маленького Роберта подарил ему данную куклу, просто потому что купил ее в магазине. И уже все последующие действия, которые происходили, лишь глупая случайность. Одно из невероятных свойств куклы – это напоминать о себе через время. Самое забавное, жуткое и даже пугающее – это то, что кукла Роберт по сей день получает письма от поклонников и просто людей, которые придают значимость этой кукле. Ранее это было от 1 до 3 писем в день, и скопилось их на сегодняшний день больше 1000. В основном это письма с извинениями. С некоторыми людьми, которые шутили или прикалывались над Робертом в музее после ухода домой, происходили несчастья. После написания письма с извинениями несчастья заканчивались. Я понимаю то, как люди помнят каких-либо значимых людей для нашего мира, которые сделали много хорошего и изменили ход событий тех, о ком мы слышим из учебников истории. Но когда мы слышим про то, что обсуждают куклу спустя более чем 100 лет, то складывается довольно странное впечатление и ощущение.
Как говорят, магия Вуду существует и даже доказана фактами. Поэтому если рассматривать первую версию о том, что девушка наложила проклятие на куклу, вполне допустимо. Сколько из жизни мы слышали истории о приворотах через куклы и о том, как в них втыкают иголки, и потом страдает настоящий человек. Один грубый человек унижал своих подчиненных и не думал, что это может вернуться к нему бумерангом. Возможно, что он, сам того не понимая, создал историю длиною в сотни лет, а возможно, это просто стечение обстоятельств. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.